Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами капризные коротенькие ноготочки. Как я вам и говорила, пооткалывался у нас вот этот вот конкретно дизайн со свободного края. И в этот раз мы решили, что для того, чтобы у нас свободный край не откалывался от ногтей, вернее, ногти не откалывались от свободного края, мы его уберем вообще полностью в ноль. И весь новый свободный край сделаем при помощи моделирующего материала. Логика самая простая, как я вам уже не раз говорила на этих ногтях. Если не будет свободного края, соответственно, откалываться будет просто нечему. Вернее как, если не будет натурального ногтя на свободном крае, то нечему будет откалываться. На самом деле логика какая? Здесь очень сильно слоящиеся натуральные ногти, поэтому они просто расслаиваются и, соответственно, с верхним расслоившейся частью скалывается искусственный материал. С расслоением мы можем бороться только изнутри путем принятия всяких разных витаминчиков вовнутрь вкусненьких. И может быть ногти у нас станут чуточку получше, но клиентка говорит, что у нее ногти такие всю свою жизнь. Поэтому мы, как мастера, для того, чтобы у нас все хорошенечко носилось, должны просто убрать тот ноготь, который портит нам всю картину. На самом деле, на сегодняшний день прошло около 2 недель этим ноготочком, клиентка не звонила, значит, у нее все хорошо, все носится, и вот такое вот решение для нее будет оптимальным. Но при этом так нужно будет поступать каждый раз, то есть полностью выпиливать натуральный ноготь в ноль и добивать при помощи моделирующего геля свободный край. Итак, что же мы делаем? Снимаем остатки старого материала. Выпиливаем все отслойки на свободном крае, которые мы видим, и которые мы не видим, тоже выпиливаем, чтобы ни одной отслоечки, чтобы ни одного воздушного кармана у нас, не дай бог, не осталось. При этой манипуляции следим за тем, чтобы нажим на пилочку у нас был очень мягенький, чтобы мы не перепилили и так уже давным-давно перепиленный свободный край. То есть у нас на кончиках ногтя срастает тот ноготок, который мы уже пилили, а может быть уже и не раз. Поэтому очень аккуратненько жмем на пилочку, чтобы окончательно его не спилить. Далее по стандартной схеме отодвинули кутикулу, убрали птериги, нанесли праймер 2 раза для этих ручек. Я наношу праймер на всякий случай, для того, чтобы лучше сцепить свой будущий материал с этой ногтевой пластиной. Итак, 2 раза нанесли праймер, дали ему хорошенечко просохнуть и наносим базовый гель. В данном случае длина готовых ногтей у нас будет минимальная, клиентка длину не носит, поэтому было принято решение не подставлять формы, не переводить бумажные шаблоны, а сделать при помощи акрилатика длину просто сразу на воздухе. Этот материал позволяет с собой так работать, он замечательно держит длину, никуда не плывет, не затекает, не заплывает. И вот эту вот длину, которую я для клиентки выложила, мы потом еще немножечко убирали, потому что она сказала, что длинновато. Ну а в принципе акрилатиком на воздухе можно вывесить, 2,5 мм длины можно вывесить, это один размер формы. То есть полноценную единичку вполне можно нарастить без форм. Кстати, ссылочку на акрилатик я вам оставлю в описании, он у нас появился в продаже. Именно вот этот вот материал, которым я сейчас работаю на руках клиента. Ну а далее опиливаем. Поскольку вывешивали на воздух, то самое сложное на этих ручках будет выпилить изнутри арочку. Почему сложное? Потому что ноготочки, напоминаю, у нас безумно коротенькие. Сразу там внизу у нас начинается подушечка пальчика. И вот самое сложное будет подлезть аккуратненько фрезой, так чтобы выпилить внутреннюю арку и не повредить подушку.
теперь переходим к дизайну. Мы решили с клиенткой сделать, никогда не догадаетесь, две разные руки. Вот, но у этой клиентки две разные руки будут заключаться в следующем. Они, в принципе, будут одинакового цвета. Дизайн будет располагаться на одинаковых пальчиках, но на двух руках дизайн будет разный. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим первую ручку с легеньким дизайном, а на второй руке мы сделали дизайн посложнее, чтобы его не ускорять и не впихивать в короткий ролик, я решила сделать его отдельно, и он выйдет завтра. Мы же тем временем покрываем наши ноготочки цветом. Был выбран вот такой вот серо-голубой оттенок. Клиентка вообще любительница таких вот интересных холодных оттенков на своих руках. На самом деле, изначально, когда эта девочка ко мне пришла, она очень с опаской относилась к дизайну. Ей очень сложно было уговорить так, чтобы у нее были разные ручки, то есть даже вплоть до того, что на одной ручке на безымянном пальчике рисуем, на второй ручке на среднем. Нет, для нее это было неприемлемо. Но буквально на третью коррекцию она уже сама мне предложила использовать несколько оттенков покраски на ее руках. То есть уже мы с ней потихонечку двигаемся, хотя асимметрию в дизайне она пока еще не приемлет. То есть мы уже развиваемся в плане дизайна, но пока еще симметрично на двух руках. И, кстати, когда она ко мне пришла, она кричала, что блесточки это тоже не ее, но, как вы видите, блесточками мы рисуем цветочек. Итак, на этом пальчике у нас будут такие вот интересные цветочки, самые простые, самые обыкновенные. Одни будут сделаны из блесточки, остальные путем смешивания вот этих двух цветов, которые мы использовали в покрытии, добавления белой красочки, у меня получился вот такой вот интересный оттенок. Именно им я вырисовываю еще цветочки на ее пальчике. То есть, еще раз, я смешала вот этот светло-серо-голубой с темно-серо-голубым, добавила туда капелюшечку белого гель-лака, и получился оттенок для цветочков. Он немножечко отличается и от одного, и от другого цвета. Далее черной красочкой прорисовываю свои цветочки, белым немножечко расставляю светотени, и потом белой краской окончательно выбликовываю свои цветы. Здесь уже ничего сложного, комментарии дальше уже будут излишни.
Итак, вот, собственно говоря, такой дизайн ногтей у нас получился. Безумно красиво смотрится, очень интересно. Вторую же ручку мы пока для вас оставим загадкой. Завтра вы увидите, что же мы сделали интересного на второй руке, поэтому не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!